сразу лайк. Вообще, даже вот знаете, вот ни на секунду, вот просто не задумываясь, просто берем, заходим вот сюда, вот и просто начинаем смотреть разбор. А вам приятного просмотра, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что просто Димон заслужил. Потому что реально охеренный, годный контент. Я уверен, сейчас очень много всего всплывет. Очень много. Пару моментов мне показались такими под вопросом. Поехали. Забыл тебе сказать, не забывай тоже, ссылочку на оригинал оставлю внизу в описании, подписывайтесь, давайте поможем Димону добить 13 миллионов, подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй там вовсю, там можешь просто там напечатать там разные слова, короче, ну ты знаешь, что делать, господи, родной. Также не забывай подписываться на наш телеграм-канал, Hard Insight, два английских слова, а еще вот Инстаграм, вот он, спасибо. Просто представьте, что прямо сейчас вы переноситесь из своей уютной, теплой квартиры куда-то далеко, в холод и тьму. Вокруг вас еле различимы стены старинного здания. Вы всем своим телом ощущаете, что температура окружающей среды резко меняется. И откуда-то из всепоглощающей мглы доносится вот этот звук. Привет всем, меня зовут Дмитрий Масленников, и сейчас я описал вам свои ощущения во время ночевки в заброшенном замке с привидениями Ламот, Франция. Это что за человек стоит? Ягельки, а? Добро пожаловать в заброшенный французский замок с привидениями. Это место действительно очень жуткое, особенно когда последние лучи солнца перестают освещать опустелые комнаты этого замка. Во время ночевки в этой локации Сразу перебью Димона, хочу кое-что заметить. Замки, в которых побывал Димон, или разные места за границей, делятся на два типа. Есть вещи, которые работают, когда, мы уже знаем, на канале можете у меня посмотреть, то есть такие типа музеи, в которых, да, творятся определенные вещи, и там 100%, ну, мы можем подписать под то, что, да, там красная комната, зеленая комната, здесь там кого-то убили, здесь еще что-то приключилось, здесь еще что-то, а вот там как бы все примерно понятно. Что, скорее всего, это шляпа и для потока туризма, да, сделано. Скорее всего. Я подчеркну это. Но вот заброшки, вот это немного другое. То есть места, с которых никак их хозяева не монетизируют. Если они вообще есть. Так что это очень интересно будет посмотреть. Поехали. я лицом к лицу столкнулся с несколькими ситуациями, от которых мурашки бегут по коже. Я искренне надеюсь, что с замком Ламот ничего не произойдет, как с другой французской локацией, где я уже бывал. Странные звуки из глубины стен. Шорохи и грохот, природы которых с первого взгляда непонятны. И постоянное ощущение, что рядом с тобой кто-то есть. Особенно это чувство усиливается, когда на твоих глазах техника начинает сходить с ума. У меня перестал работать диктофон. Многие бы восприняли все эти ситуации как проявление чего-то призрачного и мистического. Но моя задача провести ночь в подобных заброшенных местах с легендами и историями, чтобы показать, что там нечего бояться. Поэтому прямо сейчас я проведу аналитику и разберу самые страшные и пугающие моменты, которые мне удалось запечатлеть во время съемок основного выпуска «Госбастера». Это будет интересно. Все это бред, а неправда. Начнем, пожалуй, с того, что в этом замке действительно есть определенная сила, которая может вызвать неподдельный испуг любого, кто находится в стенах этого здания.
Мне кажется, я сейчас себя накручу жестко, конечно. Я с ней тоже лично столкнулся, и я полностью уверен, что несколько нейронов в моей голове точно погибли. Дело в том, Я первый раз за все время, что смотрю Димона, хочу, Дим, обратиться к человеку, кто тебе монтирует видео. Я очень надеюсь, что он понимает русскую речь, дорогой друг. Ты знаешь, у меня почему-то вот в последнее время, после просмотра роликов Димона, у меня, знаешь, вот бывает, да, что-то пугаешься, сердце сжимает, и потом его только отпускает, да, спустя какое-то время. А в последнее время у меня сжимается не только сердце, но и анальное колечко. Спасибо тебе за монтаж такой. Oh my. Молодец, молодец. Это новый уровень сжатия сфинктера. Одобряем, одобряем. Молодец. что на этой локации постоянно слышен какой-то лютый, резкий грохот. Что это было сейчас? Полную дезориентацию в пространстве задает то, что этот звук идет абсолютно со всех сторон. Слишком много звуков. Оно живет абсолютно своей жизнью. Создавая полное ощущение, что в здании кипит жизнь, и там все еще кто-то обитает. Не страшно, К не моему испугал. большому счастью, мне все-таки удалось запечатлеть за несколько раз источник этого звука. Я вышел во внутренний двор здания, установил там камеру. Так, камера на двор пишет. Зашел во второе крыло и неожиданно снова услышал этот уже знакомый звук. Как окно, знаешь, хлопнуло. Как оказалось, это не что иное, как створка окна, которая невероятно резко закрывается и откидывается назад. Такое чувство, что кто-то со всей дури ударяет по ней ногой. И такое здесь происходит постоянно. Это мы смотрели, это мы знаем. Да, конечно. Сразу. Если мы зайдем на YouTube-канал блогеров, которые были до меня в этой локации, у них данное здание вообще называется как «Замок хлопающих дверей». Канистру берешь. Слава богу, внутри Поливаешь ломот просто сохранился молча. достаточно неплохо, и большинство окон имеет остекление. Из-за его П-образной формы и географического расположения в низине между двумя склонами при определенном направлении ветра все здание начинает работать как гигантский пылесос, создавая те самые страшные в ночи эффекты. Так что здесь нет никакой мистики. Не страшно. А вот сейчас я хочу напомнить вам, что вы все еще стоите на заброшке, и где-то издалека вы слышите не просто грохот, а вот этот звук. Петли, знаешь, не смазанные. Что это за звук был? Господи, по Очень странный моему звук. лицу видно, что я как минимум озадачен этой ситуацией. Я нахожусь в заброшенном замке с привидениями, и буквально через несколько минут после начала съемки я слышу, что откуда-то издалека доносится непонятный демонический вой, а мне еще всю ночь провести в стенах этого здания. Жутко, но давайте разберемся, что же стало причиной этого явления. реально Я похоже, прочитал знаешь, большое на как типа количество корова сообщений вообще какая-то. подписчиков с предположением, что это было Это возможно вообще? Я что-то сейчас вот сижу, реально задумываюсь. Такое, знаешь, как мычание коровы издалека, даже не вой, но откуда там могут быть коровы? Быть рядом люди живут. Давайте послушаем. открытие двери или какое-то механическое воздействие. Очень похоже.
Может быть, какой-то типа волк рядом, да, лес. Друзья, Может быть такое. просто поверьте мне, я на заброшках не первый год, и я могу точно заявить, что вот с таким звуком дверцы на локациях точно не открываются. Мне кажется, что испугал. ответ на вопрос, что же это было такое, намного проще, и он кроется в сцене, когда я собираюсь подниматься на второй этаж замка по лестнице. Дело в том, что в ту минуту я неожиданно для себя обнаружил в замке оторванную ногу парнокопытного животного. Такое ты идешь, Почти идешь, угадали. и среди мусора находишь вот это. Ну, почти Многие угадали. подписчики предположили, что это олень или косуля. Если вы найдете кадры звуков дикой природы с этими животными, то вы поймете, что этот вой действительно мог им принадлежать. Либо ситуация еще намного проще. Буквально за день до выхода основного выпуска Гузбастера мы с ребятами отсматривали материал, отснятый мной на следующий день после ночевки в замке. Этот материал я использую для начального стендапа и составления рассказа о локациях, в которых я снимаю ГОСТ. И в этих кадрах я нашел объяснение. Это стадо коров, которое находится в поселке буквально в нескольких сотнях метров от самой локации. Я угадал. Возникает вопрос, почему же Не зря ж коровы столько в деревне ночью не спят? А кто их знает? По одному из предыдущих Госбастеров мы поняли, что этим животным не так уж и важно спать ночью. Так что в этой ситуации нет абсолютно ничего паранормального. В бомбах замка Ламот с использованием фонендоскопа. И там я получил один необычный результат. К сожалению, использование данного устройства проблематично, так как оно имеет огромную погрешность. Во время использования фонендоскопа он улавливает абсолютно все микровибрации, возникающие из-за подвижности сустава вашего тела. Эти микровибрации отражаются на мембране фонендоскопа, и мы получаем определенные неверные результаты. Поэтому все звуки, которые вы сейчас слышите, это просто движение моего тела. Но один из данных звуков отличается. Создается полное ощущение, что он исходит изнутри породы. Что это было, блядь? Мы провели несколько экспериментов в своей студии и поняли, что создать подобный звук с помощью трения мембраны фонендоскопа о поверхность стены просто невозможно. Единственный вариант, как получить этот звук, источник звука необходимо поместить за стенку от человека, проводящего эксперимент. Что же мне удалось запечатлеть? Возможно, это скрежет фундамента здания, возможно, это какой-то грызун за стенкой, или это все-таки что-то необычное. Точного ответа, к сожалению, у меня нет. Аналогичная ситуация развивалась со звуками, которые я слышал на кухне этого заброшенного замка. Просто представьте, я только захожу в помещение, и буквально через несколько секунд я начинаю слышать еле различимый гул, который безумно похож на то, что я нахожусь в этом замке не один. Так жестко выглядит.
Я так вам скажу, что на локации эффект был настолько сильный, что я тут же завершил съемку. Я снимаю наушники, я подхожу на точку пространства, откуда четко видно полностью пролет до винтовой лестницы и вход на кухню, чтобы я мог контролировать максимально ситуацию, если вдруг все-таки люди зайдут ко мне в помещение и они будут агрессивно настроены. Кто-то ходит. Однако, к моему удивлению, никто так и не появился. Причем, когда я отсматривал отснятый материал, я безумно удивился размытости этой записи. Почему я настолько остро отреагировал на вот эти звуки на локации, я не понимаю. Потому что на звуковой дорожке практически ничего не слышно. Но в любом случае я сделал предположение в самом замке, что это какие-то звуковые иллюзии. Но звуки действительно были, и это слышно. Вариаций тут огромное количество. Возможно, как я и говорил, ветер просто бьет створки окон. Возможно, разносит какой-то мусор. Либо в шуме горной реки, которая протекает у подножия замка и которую отчетливо слышно именно из помещения кухни. Как в белом шуме я начал вычленять какие-то звуки, и именно из-за этого в моем мозгу создалась та самая звуковая иллюзия, которая меня безумно напугала. А может, там действительно кто-то был. Вообще не страшно. А что вы думаете по Ни на поводу секунду. вот этого шороха? Тут еще лесенка какая-то. Смотрите. Но это он чем-то задел. Мне кажется, он звучит как-то очень неубедительно, потому что буквально за секунду до него происходит тот самый страшный рев. Как вы понимаете, я услышал вот этот вой и уже не обращал внимания на небольшие шорохи, которые происходят вокруг меня. И, как оказалось, очень и очень зря. Уже после выхода Госбастера я решил осмотреть все камеры, которые снимали в ту самую секунду. И я понял, что мне удалось запечатлеть источник этого звука. И самое стрёмное, он находится буквально в метре от меня. Тут еще лесенка какая-то. Смотрите. Вот скажите, пожалуйста, вот у меня даже мурашки пошли. Что могло стать причиной движения этой деревяшки? Пол каменный, то есть я не могу создавать такие вибрации, которые послужат причиной для того, Не понял. Во-первых, ее изнутри прям вытолкнули. И это точно не пол. И не дощечки, и не деревяшки, и ни хера по такого. Вот это очень странно. Игра света. чтобы подобный объект переместился. Нет, это не крысы. Нет. Совпадение? Не думаю, что мне настолько сильно повезло, что именно в данный момент сила тяжести и законы физики отработали такой действительно очень жуткий скример. Пожалуйста, давайте вместе доберемся до истины, и я жду ваши предположения о природе этого явления в комментариях. Зверя, привет. А вот теперь я хотел бы рассказать вам о ситуации, которая меня реально напрягла и озадачила. Я говорю про температурные колебания во время. Вот здесь он этой сейчас страшной интересно, как он нам может ночи. объяснить. 12 часов ночи. Температура на улице 12,5 градусов. Два эксперимента. Первый рядом с зеркалом в стилистике а-ля Алан Кардек. И второй посещение чердака сопровождались температурными колебаниями неизвестной природы. С каждым шагом, ну да, температура понижается. Чтобы отмести все сомнения и ненужные теории, я хотел бы сказать, что я уверен на 100% в правильной работоспособности моего прибора. Важный момент, тут неисправности оборудования не может быть, потому что этот термометр мы проверяли в студии 10 миллионов раз.
Для начала разберемся, что же он из себя представляет. Это небольшой экранчик и отходящий от него провод с термощупом, который реагирует на окружающую среду и передает сигнал на этот экран. Все максимально просто, там практически нечему ломаться. В течение всей съемки я посматривал на руку, чтобы сравнивать температурные показатели в различных частях этой локации. Началось все с 12,5 градусов. Температура на улице 12,5 градусов. Потом во время Интересно. первого эксперимента со свечками температура резко возросла из-за термопередачи. Ну, судя по устройству, сейчас начинается нагрев. 13 градусов, 13,1. Затем я немножко отстранился, и температура упала до нормальной и продолжила снижаться до 9 градусов. В принципе, в этом нет ничего страшного, потому что в течение ночи температура окружающей среды может действительно упасть на несколько градусов. Но это не отменяет вопросов к температурной канители, которая происходила на чердаке и которая не поддается абсолютно никакому логическому объяснению. Что-то вообще ничего не понимаю. Просто представьте, я начинаю подходить к чердаку, и с каждым шагом температура начинает понижаться на 0,1 градуса. Просто вот сейчас мы идем в сторону чердака, и температура понижается. Такое чувство, что я играл в фазмофобию в реальной жизни. Итогом моего хождения стала температура в 6 градусов. Температура еще понизилась до 6 градусов. 6,8. Вы представьте, в 6 градусов. То есть температура начала съемки превышала температуру в тот момент в 2 раза. Но не может так отличаться температура между Блин, ну первым хз. и третьим этажом. Причем самое удивительное, что температура в подвале замка, то есть в естественном холодильнике, была на порядок выше, чем на чердаке. Что, в принципе, по законам физики не должно быть. Не страшно, не пугаемся мы. Еще одно уточнение. Допустим, температура на чердаке действительно составляла 6 градусов. Если бы это было естественное природное явление, то температура бы не изменялась. А буквально через несколько минут моего нахождения на чердаке температура начала резко расти вверх, потом снижаться и потом опять повышаться. 7,8, 7,7, 7,6. Твою мать! 8,1. 8, 7,9. Что стало причиной этого, я просто не могу себе представить. Так что, если у вас есть варианты, пишите они в комментариях. Но когда Ну, ты к этому хз. Температуру я не знаю, как объяснить, потому что так резко. добавляешь вот А. те самые лютые стулья, которые стоят на двух ножках, понятно, что сталкеры их там поставили. Неожиданная поломка диктофона, да еще вот эти звуки во время эксперимента. Ты естественным образом начинаешь верить во что-то паранормальное. Вот приколдес, если там действительно на чердаке что-то есть жесткое. Страшно нам. Ну что, друзья, я честно жду вашей помощи в разборе некоторых очень сложных моментов. Это была аналитика Ghostbuster. Я прошу каждого из вас, если вдруг в основном выпуске ГОСТа вы обнаружили какие-то необычные, странные моменты, которые я не смог обнаружить и разобрать, то обязательно пишите о них в комментариях и в специальном обсуждении в моей группе ВКонтакте. И все эти моменты с указанием авторов попадут в выпуск «За гранью». Подпишитесь на канал, поставьте лайк, и Дима Масленников. Дальше будет еще интереснее. Блин, ну тут вот с температурой я не могу объяснить. Лайк стоит, это очень странно. Это прям, ну, максимально странная херня, которая вообще может в принципе быть.